Мы сейчас с вами находимся на вершине Белой башни. Это водонапорная башня соцгорода Уралмаш и завода Уралмаш. Это памятник архитектуры федерального значения. Находится он в Екатеринбурге. Когда-то он строился в городе Свердловск. До революции доминантами городов обычно являлись церкви. Но мы знаем, что идеологически это больше не могло быть, тем более во время первых пятилеток. И вот на одной из главных улиц соцгорода Уралмаш проектируется и строится водонапорная башня как символ новой индустриальной культуры, которая наступила после революции. Время шло, заводу нужно было больше воды, и в соцгород пришел центральный водопровод, центральное водоснабжение, и башня перестала работать. После того, как она перестала функционировать, завод еще очень долгое время содержал ее. Она была абсолютно функциональна, и в случае острой необходимости завод мог бы снова запустить эту башню. Но в 90-х годах сам завод стал испытывать большие трудности, его приватизировали, он, в общем, разделился на несколько частей, и башня тоже перестала принадлежать заводу. Она была выведена из состава завода «Уралмаш» и, в общем, стала отдельным объектом. Ей стало владеть страховое общество «Белая башня». Они владели ей некоторое время, но потом Российская Федерация отсудила у них это право, потому что башня является памятником архитектуры федерального значения, а ее новые хозяева, они не были готовы подписывать охранные обязательства и вообще как-то подобающим образом ухаживать за ней. После того, как страховая компания «Белая башня» перестала владеть башней, тут были еще несколько собственников, но которые тоже просто формально владели башней и особо ничем не занимались. Здесь мне хочется сказать, что это очень важно, чтобы в здании обязательно находились люди, чтобы они его как-то использовали, жили в жилом здании или что-то делали в общественном здании. Когда здание остается бесхозным, оно начинает ветшать, оно начинает изменяться в худшую сторону очень-очень быстро. Разговоры о том, что нужно что-то с ней сделать, они шли всегда. Мы являемся Свердловской региональной общественной организацией «Группа архитектурных инициатив, событий и коммуникаций». Наше длинное название, наше короткое название «Арт-группа Подельники». Мы уже много лет зарегистрированы, и в 2012 году мы искали себе площадку. Мы бы хотели, чтобы у нас появилось какое-то место, где бы мы могли заниматься своей деятельностью. Обычно это была разная околоархитектурная деятельность. Мы устраивали лекции, воркшопы для архитекторов и для тех, кто интересуется историей архитектуры. Мы написали письмо в Министерство госимущества Свердловской области с просьбой передать нам башню в бессрочное безвозмездное пользование. На тот момент других пользователей у башни не было. Надо сказать, что на этот момент, ровно вот в те месяцы, когда это происходило, вокруг башни просто был очень большой новостной шум. То есть многие обсуждали, какое у нее будущее, кому она принадлежит, почему государство ничего с ней не делает и так далее. И поэтому Министерству госимущества было очень важно найти каких-то пользователей и как-то, в общем, переложить это с их больной головы на чью-нибудь здоровую. И они поэтому согласовали нам эту передачу, то есть они сказали: хорошо, забирайте, в общем, посмотрим, что у вас получится сделать. Мы сделали консервацию башни. Это тоже очень важный момент. В России есть только два способа работы с памятниками – это реставрация и консервация. Причем консервацию в основном никто не использует. Консервация – это как раз временные меры, когда мы можем ставить временные окна, временные двери, сделать временную кровлю, которая не обязательно должна быть историческая. Это именно способ защитить памятник от разрушения. Консервация обычно бывает дешевле, но у нас, если что-то консервируют, это выглядит как просто закладывание кирпичами окон. И, конечно, в таком состоянии памятник еще быстрее разрушается, потому что там кто-то начинает жить, там случаются пожары, и, в общем, все работает не очень хорошо. Мы решили сделать другой способ консервации. Мы сделали прозрачные окна, двери, и мы попробовали сделать так, чтобы, несмотря на то, что объект был законсервирован, его можно было бы уже использовать хотя бы в летнее время, хотя бы для экскурсионных практик. Это и стало таким нашим важным путем. То есть это действительно то, что мы сделали одним из первых. Нашими вдохновителями были флигели Руина в Москве. И у нас действительно получилось сделать консервацию, сделать так, чтобы сюда потом могли приходить люди и что-то здесь делать. Конструктивизм — это архитектурный стиль, который действительно чаще всего непонятен
людям, большинству людей, они не видят в нем сразу какой-то невероятной красоты и не понимают ценности исторической. Нам повезло с Екатеринбургом и Свердловском по той причине, что Екатеринбургу всего 300 лет. Здесь период первых пятилеток — это один из ярчайших периодов истории города. Мы не можем показать древнерусскую архитектуру, мы не можем показывать здесь какую-то классическую русскую архитектуру, ее не так много. Но период авангарда — это действительно момент триумфа нашего города. Здесь очень много памятников авангарда, и абсолютно невозможно говорить о том, что наш город крут и прекрасен, не упоминая этот период. Конструктивизм — это сейчас бренд Екатеринбурга, и это признается на всех уровнях. Об этом говорят и чиновники, и горожане, и приезжающие в город туристы тоже хотят посмотреть архитектуру конструктивизма. Что касается башни, у нас действительно тоже есть проблема, что не все понимают ценность индустриального наследия, не все понимают ценность авангарда, но мы поставили себе такую задачу, что башня должна обладать и другими ценностями. Проект «Белая башня» должен стать ценным социальным проектом, ценным социальным опытом, который будет интересен тем, кому, например, не интересна история архитектуры. И мы очень долгое время говорили о уличном искусстве и о тех надписях, которые есть внутри башни, потому что башня может интересно быть как такой граффити-поинт. Идея в том, чтобы не замыкаться только на истории, а искать другие смыслы, которые привлекут и другую аудиторию тоже.